Если есть что-то, что я могу сказать о том, что у Тэхёна и Чингука бывают моменты, которые часто заставляют меня сомневаться в том, что их отношения – это что-то большее, чем дружба, так это то, что я не могу не указать на причины, по которым я начала поддерживать их с самого начала и никогда не переставала. Конечно, вы можете верить моим словам или нет, но имейте в виду, что я делюсь только теми моментами, которые заставили меня в это поверить. Я не утверждаю ничего, что выходит за рамки того, что я считаю разумным, потому что у каждого есть свое мнение, и это совершенно нормально. Теперь, говоря о ситуациях, которые заставили меня думать, что отношения Тэхёна и Чингука – это нечто большее, чем просто дружба, один из них произошел, когда Тэхён играл в Эволюцио и встретил пользователя под ником «Возлюбленная Чон Чингука». Тэхён прочитал имя пользователя в чате, и девушка написала, что она действительно возлюбленная Чингука, ответив «да». Тэхён также сказал, что у девушки забавное воображение, и хотя она написала, что у нее свободное воображение, Тэхён не пригласил ее снова поиграть вместе, отказавшись играть с той, кто назвала себя возлюбленной Чингука. Это довольно забавно, потому что, хотя многие утверждают, что Тэхён разозлился из-за ответа фанатки, на самом деле очевидно, что его недовольство было вызвано ником. Сказав, что у нее забавное воображение только потому, что она назвала себя девушкой Чингука, Тэхён, похоже, подтвердил, что этого достаточно, чтобы не приглашать ее снова. И если говорить о том, когда же их выражения лиц заставляют меня сомневаться в том, что их отношения – это просто дружба, я не могу забыть момент, когда Чингук не смог удержаться от закатывания глаз, когда Тэхён начал имитировать девушку, которая похвалила его голос и выступление на сцене. Пока Тэхён и девушка смеялись вместе, Чингук, который слушал и наблюдал за всем происходящим, молчал с серьезным выражением лица, словно ему было трудно скрыть плохое настроение, вызванное этим взаимодействием. И хотя девушка была очень мила с ними, а Чингук был добр на протяжении всего интервью, эти действия определенно заставили меня задуматься над тем, что нельзя просто проанализировать по экрану. Похожая ситуация произошла, когда Чингук пришел на Уиверс, чтобы поделиться рецептом рамена, который он приготовил и хотел показать фанатам. Тэхён внезапно появился в комментариях, и вместо обсуждения рецепта просто упомянул, что он только что хорошо поспал, сопроводив это смайликом с подмигиванием. Естественно, это смутило фанатов, поскольку его комментарий не имел очевидной связи с постом Чингука, а отсутствие контекста только усугубило ситуацию. Некоторые фанаты пошутили, что это новый способ попросить кого-то посмотреть на твою кошку, более современная версия фразы «поешь рамен» или «посмотри Netflix и расслабься», как объяснил Чингук в прямом эфире некоторое время назад. В том же прямом эфире Тэхён спросил Чингука, может ли он превратиться в кошку, когда он дома, что многие сочли довольно двусмысленным и подозрительным. Поэтому тот факт, что Чингук опубликовал пост о приготовлении рамена утром, а Тэхён вскоре после этого прокомментировал, что он только что хорошо выспался, добавив смайлик с подмигиванием, как бы намекая на что-то большее, заставил многих усомниться в простой дружбе, которую им часто приписывают. Мои сомнения по поводу того, что они сделали и сказали, были настолько велики, что я не могла забыть момент, когда Тэхён выбрал собственное название для новой игры BTS, хотя с самого начала было ясно, что им не разрешалось выбирать свои варианты. Однако Тэхён, похоже, не обращал внимания на правила и все равно выбрал свое собственное название. Джин ответил, что все в порядке, что предложение Тэхёна – хорошее название для игры. Чингук также поддержал решение Тэхёна, защищая его, несмотря на то, что тот не следовал установленным правилам. Но ситуация изменилась, когда Джин, следуя той же логике, сказал, что он тоже выберет свое название – «Кемпинг». В отличие от реакции на решение Тэхёна, Чингук быстро пожаловался, когда Джин сделал то же самое, напомнив ему, что они договорились не выбирать себе титулы самостоятельно. Это ясно показывает, что для Тэхёна нарушение правил приемлемо, но когда это делает кто-то другой, это становится проблемой. Эта резкая разница в отношении подчеркивает уязвимость Чингука перед Тэхёном, что дает мне еще больше оснований полагать, что их отношения выходят за рамки простой дружбы. Даже в конце эпизода «Ты уверен?» на Чиджу, когда Чингук готовит еду для Чимина и Тэхёна, Тэхён спонтанно спрашивает Чингука, хочет ли он стать его девушкой, потому что ему очень нравится еда.
Интересно, что Тэхён задает этот вопрос без всякой неловкости, как будто это самое естественное между ними, даже несмотря на то, что их снимают. Еще более поразительно то, что этот отрывок был использован для продвижения следующего эпизода, но затем больше не появлялся ни в одном из эпизодов. Это ясно показывает, что видеоролик был размещен намеренно, с пониманием того, что прямой вопрос Тэхёна к Чингуку вызовет ожидания у фанатов. Однако момент, который больше всего заставил меня усомниться в том, что Тэхён и Чингук просто друзья, произошел в 2023 году, когда Чингук упомянул в прямом эфире, что он ездил в Тэгу, родной город Тэхёна и Юнги, и взял там Бама. Это напомнило мне о том, как Тэхён сказал, что хочет найти Янтану друга, но боится, что отец его отругает. Тогда Чингук ответил: «Обещаю, папа не будет против, если ты заведешь еще одну собаку». Вскоре после этого Чингук взял Бама, а затем Тэхён опубликовал фотографию с Бамом на Weverse, написав: «Я заботился о Баме, когда он был маленьким». Таким образом, он фактически подтвердил, что Чингук взял Бама в Тэгу, потому что Тэхён хотел, чтобы у Янтана был друг. И словно все было взаимосвязано, Тэхён поделился фотографией, на которой он играет с Бэмом на диване Чингука, всего за день до своего призыва в армию. Никаких объяснений или оправданий не было, он просто был там, проводил время с Чингуком и Бэмом в тот период их жизни. Самое поразительное было то, как естественно он это сделал, не беспокоясь о каких-либо вопросах или домыслах, которые могли бы возникнуть. Как будто он оставлял небольшое напоминание о том, что действительно имело для него значение перед отъездом. Они оба воспитывали свою собаку с любовью и теплотой, и Бэм, и Янтан выросли в этой среде. Но больше всего бросалось в глаза то, как действия Тэкука всегда казались взаимосвязанными, как будто все, что они делали, имело общую нить. Некоторые вещи были настолько очевидны, что их не нужно было произносить вслух. С Тэкуком ничто не казалось случайным, все, казалось, имело свою цель. Именно такое поведение заставляло одних сомневаться в нем, а других — совершенно неспособными принять его. Но то, что они делали, говорило само за себя. В их отношениях было что-то особенное, что-то неповторимое. И чем больше они пытались это скрыть, тем очевиднее это становилось. Тэкук всегда были откровенны и прямолинейны в своих отношениях, и именно это вызывало у некоторых людей дискомфорт. Потому что, как бы они ни отрицали это или не пытались убедить себя в обратном, Тэхён и Чингук всегда будут делать вещи, которые заставят любого усомниться в том, что их связь — это что-то большее, чем просто дружба. В заключение, независимо от точки зрения, трудно отрицать, что отношения Тэхёна и Чингука всегда излучают необычайную близость. От коротких слов, спонтанных жестов до простых, казалось бы, тривиальных решений, все образует цепочку моментов, которые кажутся слишком постоянными, чтобы быть случайностью. Никто не обязан в это верить, потому что каждый волен интерпретировать это по-своему. Но для некоторых того, что показывают Тэкук, достаточно, чтобы сказать это без необходимости признаний или долгих объяснений. Их связь естественна, честна и искренна, и, возможно, именно в этом и заключается ее особенность.